Всем привет! Давно не было роликов по игроку, и последний ролик был снят буквально год назад. А сейчас вышел игрок Imagine 2.0, и там действительно есть на что посмотреть, есть функция крутая точного редактирования. В общем, говорить об этом сейчас нет смысла, нужно видеть это своими глазами. Поехали смотреть обзор. Ну что, давайте пройдемся по обновлению игрок Imagine 2.0. В общем, мы сейчас на официальной странице, вы можете ее открыть, почитать у Грока. Здесь все расписано, какие обновления, то есть вот какие штуки он крутые теперь может делать. Ну, конечно, я акцентирую ваше внимание на самой интересной функции. И самая интересная функция, она можно сказать, вот первая заявленная, это именно точное редактирование. Теперь вы можете редактировать прям точечно каждый объект на фотографии так, как вам нужно по промпту, и делает он это очень круто, вы сейчас на это посмотрите. Также есть умное, так скажем, масштабирование, вы можете подогнать любую картинку под нужный вам формат, и игрок сделает это не просто обрежет картинку, а именно дорисует детали, дорисует сцену максимально органично, так как она действительно выглядела, если она была бы, вот, допустим, в формате 3:2, а не в суженном формате там 9:16. Это также очень круто работает. Ну и далее тут уже игрок говорит о том, насколько, так скажем, производительна его модель. Вот также есть некие шаблоны, по которым вы можете пройтись, просто добавить фотографию, получить крутые результаты и, так скажем, создавать целые киновселенные, целые миры в том стиле, в котором вы себе представляете, если там у вас есть какой-то интересный проект. И также игрок в конце предлагает даже API для там, разработчиков и тех, кто хочет использовать эту модель в каких-то своих приложениях и так далее. В общем, поехали смотреть, это действительно очень крутая штука. И вот я зашел в игрок Imagine 2.0, здесь вот он опять вам предлагает почитать, что там нового. В общем, закроем это. Здесь мы видим уже, что он рекламирует, там предлагает игрок Imagine 1.5. Это то, что связано с видео. Мы это тоже посмотрим в этом обзоре, потому что видео редактирует игрок сейчас совсем на другом уровне. И то, что было год назад, это уже небо и земля. Далее что? Далее смотрите. Вы можете здесь вот нажать новый проект, у вас откроется вот такое вот рабочее пространство, и сюда вот просто как на такую доску вы можете вкидывать свои фотографии и редактировать. У меня уже есть такая доска, я добавил сюда вот одну фотографию, добавлю сейчас еще пару, просто нажимаете здесь загрузить и выбираете фотографию, которую вы хотите редактировать, и просто здесь вот удобно ее размещаете. Я вот сейчас доброшу две фотографии. Вот, они загрузились, еще вот будут 3 фотографии, я вам покажу, как он вообще круто их редактирует. Вот давайте, к примеру, берем эту фотографию, и здесь мы нажимаем кнопку редактирования. Все, ваша фотография открывается, ну, сначала, так скажем, загружается, игрок ее обрабатывает. Все, загрузилось, вот мы видим, то есть сегменты. То есть мы нажимаем, к примеру, Man, то есть вот он определяет целиком этого человека. Далее мы можем посмотреть, что он видит очки, он видит одежду, он видит шорты, он видит белые носки, он видит в том числе обувь. То есть все, что, так скажем, есть на вот этом фото, он все раскладывает на сегменты, в том числе вот и пагода вот это сзади и так далее. То есть он все. И теперь вы можете просто по промпту редактировать отдельно каждый из этих сегментов. Давайте вот, к примеру, возьмемся за вот эту вот пагоду сзади, которая стоит здание, и попробуем заменить его на что-то другое. Здесь я напишу, пусть это будут египетские пирамиды. Посмотрим, сможет он это сделать или нет, чтобы сзади вот это вот превратить в египетскую пирамиду. Вот, я пишу промпт, и он относится именно к этой детали. Это и есть, так скажем, точечное редактирование, которое вот теперь существует в игрок Imagine 2.0. Все, идет генерация, в целом это происходит достаточно быстро, и вот мы видим уже готовый результат. Все, смотрите, сзади, просто как будто там была, мы видим египетскую пирамиду. И как бы если мы посмотрим фото до, вот фото до,
Вот фото после. Вот так вот круто он редактирует. И вот теперь давайте, к примеру, возьмем мелкую какую-нибудь деталь, как очки. И я хочу сделать, чтобы это были вот красные спортивные очки. Сейчас посмотрим, как он с этим справится. И вот результат мы видим. Он сделал красные спортивные очки. Выглядит это очень хорошо. Здесь сзади мы уже видим, что вот есть пирамида, здесь красные спортивные очки и так далее. Ну, давайте, к примеру, теперь попробуем поменять вот цвет куртки. Здесь написано, что green, а мы давайте просто изменим на red color. И вот мы видим результат, он просто поменял цвет этой одежды, то есть если раньше она была зеленая, теперь она стала полностью красная. Все, как мы выбрали, все это очень органично смотрится, и вот мы видим результат. В общем, Grok Imagine со своим точечным редактированием — это действительно рабочий, полноценный инструмент, чтобы за секунду поменять какие-то детали на фотографии, будет это выглядеть вообще супер реалистично. Ну, Здесь он справляется просто безупречно, я не вижу даже никаких артефактов, вообще ничего. Ну вот вы сами можете наглядно увидеть, но лучше даже еще и протестировать и убедиться в этом, как это работает там с вашими фотографиями. Давайте дальше, вот, к примеру, еще что-нибудь сделаем. И вот на примере давайте попробуем добавить сюда вот самурайские доспехи и посмотрим, справится он или нет, и как это будет выглядеть. Я просто выбрал зеленую куртку, и чтобы он заменил ее на доспехи. Только эту часть и никакую другую. Ни ноги, ни даже пояс, точнее не шорты, вот, не обувь, а только эту часть. И вот смотрите, что мы получаем. То есть шорты остались на месте, здесь у нас все так же на месте, обувь на месте, носки на месте, а вот здесь вот торс, где была куртка одета, он действительно сделал в самурайские доспехи, и это выглядит вот теперь вот так вот. Вот целиком выделим человека и запустим этот промпт. Все, и вот мы получаем вот такой вот результат. Полностью он заменил всю одежду, которая есть на человеке, и мы видим вот все в самурайских доспехах, как вот и было указано в промпте. Вот также вот самурайских очков не хватает, он предлагает их тоже можно выделить и поменять. Вот так вот работает Grok Imagine 2.0, а именно функция точного редактирования, поэтому рекомендую вам попользоваться этим, поиграться с этим, потому что работа действительно здорово. Вот здесь вот видите, мы сейчас только что сделали вот 1, 2, 3 фотографии, как это все работает, то есть фото до, фото после. Теперь давайте посмотрим на вот эту функцию умного, так скажем, кадрирования и сделаем из этой вот фотографии, так скажем, широкую. То есть если сейчас она у нас вертикальная, а мы сделаем ее, вот, к примеру, 3:2 и посмотрим, что из этого получится, как он все это дорисует. Я выбираю просто формат, который мне нужен, и он начинает дорисовывать, автоматически генерировать, как если бы это была фотография в таком формате. Вот смотрите, что у нас получается. Ну вот, он просто дорисовал вот по бокам то, что и должно быть, и, если честно, я сам был в этом месте и помню, что там так и было. То есть он сделал это очень качественно, это прям очень хорошо выглядит. Давайте попробуем прямо сейчас попросить его еще раз сделать теперь в супер вот вертикальном формате. Сейчас он обрежет, и, я так понимаю, будет именно то, что нам нужно в вертикальном формате, и максимально это будет органично смотреться. Ну вот смотрите, как он это сделал. Здесь вот снизу чуть дорисовал, там сверху. Но эта задача несложная, я думаю, была для него там небо дорисовать, и здесь. И все, и вот мы получаем результат вот такой. Тоже функция очень здорово работает, очень быстро и классно дорисовывает вот эти вот недостающие части на фотографии. Если вам где-то там нужно вставить и чуть-чуть не хватает, это можно решить просто вот в пару кликов с помощью этой функции. Ну а теперь давайте посмотрим на Grok Imagine в деле, как он делает видео. Итак, начинается наша генерация. Я сюда вот загрузил такой вот промпт. Я не знаю, какой результат получится, потому что я делаю это сам первый раз. Я хочу вот чисто посмотреть, как это будет по-настоящему, если вот написать какой-то промпт, загрузить вот фотографию и посмотреть, что вообще из этого получится. Ну, давайте посмотрим, какой получился результат.
Flaming arrows! Firing the cannon! Whoa! Flaming Ну, в общем, arrows! такой вот результат. Это было просто вот придумано на ходу. Здесь абсолютно какой-то простой промпт. Здесь не написано, что это должно быть как-то там синематично выглядит. Просто вот промпт от Вольного, так скажем, я написал, и получилось такое прикольное Firing the видео. cannon! В общем, выглядит это вот так. Ну, а если, конечно, написать какой-то более сложный промпт, то можно получить вообще, я думаю, крутой результат. Еще здесь есть такая очень интересная функция агента. Если вы, к примеру, нажмете на нее, то откроются ваши вот проекты, которые я сейчас только что редактировал. И вот фотография, которую я просто оживлял, и ее просто анимировал мой агент, который говорит, я сейчас сделаю, так скажем, анимированную версию вашего вот этого фото. И вот можно посмотреть, что получилось. Он сделал такое видео, где как бы вот я улыбаюсь, смеюсь, и вот ветер дует, как бы просто анимировал фотографию сам, то есть без какого-либо промпта, а просто как подсказка от агента. Также вы можете здесь ему задавать вопросы, просить какие-то рекомендации, как сделать что-то лучше, как добавить какие-то более профессиональные эффекты. Он тоже вам подскажет, и вы сможете редактировать просто так, как вы сами, вы там никакой промпт не придумали, он лучше это сделает за вас, вам просто хотя бы указать ему какое-то направление. Вот такой вот Grok Imagen 2.0, в общем, это действительно очень круто выглядит, классно он работает, особенно мне нравится вот заявленная функция основная, я считаю основная, в плане того, ради чего вообще стоит делать этот обзор, именно вот это точечное редактирование, очень круто. И у меня вообще просто теперь вот если я захочу что-то такое сделать, я 100% воспользуюсь именно этим инструментом, потому что это удобно, он круто это делает, и я абсолютно там не вижу никаких артефактов или каких-то там погрешностей в этом. То есть вот посмотрите даже здесь вот в этой презентации все как заявлено, так он и делает. В общем, на этом все. До новых встреч. Пока.